Так, раз, два, три. Связь есть, всем привет. Привет, жители Ютуба, привет, гости канала, подписчики. Здорово, парни. Привет, Ромикс, привет, Конкюрор, Эквадор, Эдуард, привет. Привет всем, ребят. Что, продолжаем прохождение игры SnowRunner. Время покорять Кольский полуостров. Не забывайте ставить лайки и писать свои чудесные комментарии. Так. А у нас Шишига. Ну или ГАШ-66. Так, давайте тогда по заданиям пробежимся. Из прошлой серии я понял, что мне нужно делать миссию «Обвал в горах». Потому что без этой миссии я не мог проехать. Так, что еще? Погода. Так. Погода нас тут в последнее время не балует. Вон, очередной раз дорогу на берегу Опознань накрыла. Она бы припасы для рабочих. Ты туда-сюда ездишь, а ты туда, если двинешь как-нибудь, не забросишь им коробку одну? Да, прочел не очень. Да, конечно, мы забросим. Кстати, стоп. Еще и сюда. Грузовой контейнер. Погоди. Доехать надо сюда. А забрать отсюда. Ё-моё. И надо взять грузовой контейнер. То есть это минимум на 2 единицы, да, ребят? И что из этого следует? Грузовой контейнер. А из этого следует что? Мне придется гнать сюда какой-то грузовик. Не, ну с этим прицепом я не уеду никуда. Да и цепляться не к чему. Да, ну все ясно. Так, ну что тогда берем? Нет, секундочку. Тут какое-то улучшение было. Надо попробовать его забрать. Надо попробовать его забрать. Так, что по топливу? Заправиться нужно. Так, заправить. Погнали. Блин, это чего все время темно? Все время темно. Не, ну Шишига, конечно, вообще роскошно. Я бы, признаюсь честно, погонял бы на них в реале где-нибудь. Где-нибудь помесил бы грязюку. Так, ну что, доехать. Так, можно заехать здесь, здесь
Давайте заедем здесь. Battle Cats. Здрасте. Спасибо, что заглянул. Навестил, так сказать, старого друга. Опять камни. Чёртовы камни. Короче, сейчас достанем улучшения, ребят. А дальше придется мне... придется мне тпхнуться на базу. Давай. А если дифференциал? Короче, придется тпхнуться на базу и взять какой-нибудь грузовичок. Я понял. Давай, поворачивай свою морду. О, красиво исполнил. Да нет проблем. Спасибо, спасибо, Battlecat. Я тут пролезу. Идеально. Филигранное исполнение. Так, окей. Мое почтение. Идеальное прохождение трассы. За это можно поставить лайк. Так, улучшение. Подключаемый полный привод. Да. Так, и это на Western Star. Да, такое. Я думал, будет подвеска. Но я думал, будет подвеска. Так, ну обратно, я думаю, будет попроще, да? Сейчас спустимся. И я тпхаюсь на базу. Нам нужен какой-то грузовик. Какой-то грузовик нам надо. Блин. Зря я, наверное, здесь поехал. Прямо очень зря. Какие-то камни прямо адские. Ладно. Как говорится, глаза боятся. Эть. Тихо. Тихо. Спокуха. Так, трос безопасности. Дифференциальчик. Пониженная. Ё-моё, ёкарный стручок, куда ты, а? Ё-моё. Опасть. Сненько залетел.
Но... живи. Вставай. Так, но Шишига. Шишига справляется. Безупречно. Безукоризненно. Чёртовы камни. Бесячие. Люблю грязь, но камни ненавижу. Так, окей. Давайте подъедем к нашему... Ой, как его зовут-то, блин, а? Я уже забыл. Ту-108. Когда уже рассвет? Блин, еще только два ночи. Так, я это поручение взял, да? Старый маяк. Старый маяк. Старый рыбак. Так, а что тут? Тут прожект. Я думаю, что за источник света. Так, ладно, бросаем, короче, шишишку пока здесь. Шишка, шишига. Как там ее еще зовут? И давайте тпхаться. Тпхаться на другую карту. Как до озера. Оу, Тут у меня просто грязь. Из грузовиков. Так, и что взять? Может, ворона взять? Просто ворон он супер высокий, а тайга она пониже будет. Как мне кажется, тайга... Ой, ворон справится идеально с нашей задачей. Тем более он себе показал просто идеально. Давайте заедем на всякий случай в гараж, посмотрим, чем можно его снарядить. Так, тюнинг. Двигатель максимальный. Коробка передач вездеход. Подвеска высокая, шины. Шины с цепями. Да, пусть будут с цепями. А, еще 6 жирные и такие. Нет, оставим такой вариант, такую компоновку. Так, лебедка. Улучшенная средняя мощность. Наверное, мощность средняя зацепь. А, стоп, это улучшенная она дороже, да, стоит? Так, дифференциал стоит. Запаска стоит. Шнорки. Ой, какой-то шнорки другой, кстати. Фильтр. Такого я не видел. Прикольный. Так, и надо, наверное, поставить бортовую платформу. Как вариант. Так, что по декору? Туманки, окей, окей. Поставим толстенный. Мне кажется, будут биться часто лицом. Так. Сделаем хром. Пусть все блестит. Диски могли бы добавить вместе с обновлением. Покраски. Краску тоже не добавили. Да, синяя пойдет. Так. Приколюшки. Ну, такса.
Так, все, я прокачал тачку. Наверное, можно ехать. Путь, как говорится. Блин, надеюсь, мне не придется больше ничего. О, кстати. У меня же есть сверхтягачи. Правда, на них ничего не сделать. Ладно, короче, самое главное найти гараж. А потом уже можно и тягачи, если что, подогнать. Потому что, блин, в принципе, не, кстати, нормально едет с ним. Я почему-то думал, что на цепях будет плохо. Хорош. Во, я просто король. Ну, король на льду. Блин, я не вижу, как это работает подвеска. Я хочу видеть. Так, а нам хватит 330 литров доехать до места? Надеюсь, да. Так, стоп, 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 стоп. Ой-ой-ой-ой. Я зажестил. Тут вроде раньше этого не было. Так, проезд начертить. О, у нас стоит тачка, кстати. Ford F750. Ну пусть стоит. Я хз. Может когда-нибудь. Так, где я? Здесь? Здесь. Блин, я вспомнил, это уже такая душная дорога, прям ужас. Вот здесь вот. Так, здесь мы проедем, у нас цепь. Просто обязаны проехать. Так, здесь. Вот здесь просто мертвая зона, вижу ее. Ненавижу. Надо резко прилететь. Твою мать! Что за прикол? Охренеть. Экзист. Приветствуйте. Вот это подстава. Окей, а если... Охренеть. Короче, я понял. На скаутах я просто идеально пролетал. Но, видимо, с этим весом, с этим-то ножом не так-то просто. Великие игры. Приветствую. Короче, еще раз. Благо недалеко уехал. Греби!
Так, здесь аккуратней. Да, лед там. Собака тонкий оказался. Ну и масса машины все-таки сказалась. Сейчас все будет. А? Как подвесочка отрабатывает. Как картинка, а? Как картинка. Так, ладно, лед, 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 лед. Надо быть очень аккуратным. Так, я здесь, да, где-то закопался. Блин. Да. Еще не застыло. Может как-то резко пролететь через этот участок? Я бы вот здесь попробовал пройти. Давай, жестко. Блин, скорости не хватает. О, найс. Не устану повторять. Лед просто роскошный. Разработчики постарались. Уверен, в будущем сделают еще, ну, так сказать, правдоподобнее, что ли, все это дело. Но сейчас это просто 10 из 10. Просто раньше я в играх не встречал такого льда проработанного. Так, ну что, Ворон, мы тут справимся с тобой? Легко должно быть. Будет такая подвеска. Прямо как Кассиус Клей парит над рингом. А, наверное, надо сказать, кто это. Может, кто-то не знает. Это Мухаммед Али, конечно же. Не, мне нравится. Показывает себя просто безупречно. Впереди будет тяжелый снег, он такой прям плотненький. Посмотрим, как там справится. Боса плей, хаешки, бро. Спасибо за визит. За толстый, большой лайк. Почему толстый сказал? О, уже тяжко. Но мы еще брюхом не чиркаем, кстати. Мистер Артис, привет, дружище. Так, покажи свою силу. Давай, легко. Я смотрю, тебя игра прикалывает. Ну, блин, да. Мне нравится кататься на машинках. Нести грязь.
Я бы сказал, она не энергозатратная, то есть я расслабляюсь, играя в нее. Прошел Frostpunk, но там было напряжно немного, хоть это стратегия, но напряжная. Мозгу пришлось подумать. А здесь что, жмешь на W и вперед. Блин. Так, тихо. Что ждешь из новинок? Поделись. Так, ну, в скором времени выходит, как вы уже знаете, Serious Sam. Я на нее поглядываю, если честно. Я на нее поглядываю. Попробовать я хочу, не знаю, как она зайдет, не зайдет. Так нет, это я с тобой, босс, согласен. В реале в таких местах оказаться неохота, а вот в игровых условиях, сидя на диване дома, в теплом месте, ну почему нет? Почему бы нет? Хотя я бы и попробовал, но не в такую грязюку, и, естественно, не в такую грязюку. Так, что происходит? Смоук зашел. Здорово, Дин. Удачного стрима. Привет, Смоук. Спасибо, спасибо, ты как всегда залетаешь, закидываешь свой жирнущий донат. Спасибо тебе за поддержку. Так, о чем я говорил? Я бы хотел попробовать, ну, в небольшой грязи за место бы заехать, ну, на каком-нибудь джипе, не на грузовике, а, я не знаю, на УАЗе какого-нибудь. Так, за городом. На полшишечки, так сказать. Ты за сначала стрима? Прости. Киберпанк. О, блин, я просто подумал, что ты имеешь в виду в ближайшие пару недель. Киберпанк у меня в уме. Ну, то есть я его стопудово возьму. Потому что это, можно сказать, игра года. И ее нельзя пропустить. Это игра года, естественно. И попробовать на вкус обязан каждый ее. Интересно, она будет онлайн? Ну, вернее, там будет что-то типа... Ну, типа как GTA Online, я не знаю. Или это будет чистый сингл. Чистый хардкорный сингл. Не, ну... Как же офигенно, а? Да, кстати, еще Мафия выходит же. Обновленная. Я тоже на нее глаз положил. Надо так отзывы почитать. Что там пишет про нее. New Games. Приветствую тебя, спасибо за лайк. Давай, греби. Там, простите, ребята, за бота, он типа удаляет сообщение с капсом. У нас вроде чат не такой живой, поэтому я думаю, можно и без капса писать. Все прекрасно увидим. Я ее купил уже месяц назад. Мафию или... Мафию, да, купил? Да, Мафию, кстати, тоже можно было потрогать, посмотреть.
Так, вот это место проклятое, душное. Ненавижу его. Как Спайдермену приходится пробираться здесь. Вроде ничего такого, много грязи, немного снега. Пожалуйста, немножко доедь до столба. А, блять, это, короче, столб забагованный. За него нельзя зацепиться. Купил мафию и новый комп. Ну, крутой. Крутой. Что взял? Какое железо. Айсбакс, привет. Блин, надеюсь, мы тут быстрее выберемся, чем в прошлый раз. Давай. Я тебя умоляю. Вот это самое проклятое место, наверное, на этой карте. Я не понимаю, зачем его сделали. Столько бенза сжигается. Так, а если пониженный минус? Не супер-пупер, конечно, но все же похвастать немножко. Давай, карета, вылазь. Согласен, но новое железо это всегда приятно. Я бы каждый месяц, наверное, обновлял комп, если бы была бы возможность. Нравится процесс самый. Инсталляции, установки, деталек этих. $1660, Ryzen 5 2600. Не, ну норм. Железо, как говорится, хорошее. Твердая пятерка. Кстати, вроде быстрее выбрался, чем скаут. Тот же скаут. Дури тут больше явно. Может техноблогеры податься? Блин, я не знаю. Посмотрим. Может быть. Хотя техноблогеров тоже очень много. Самое главное, чтобы людям нравилось то, что мы делаем. Мне нравится пока что катать SnowRunner. Я бы хотел катать ее на максимальных настройках. Так, доехали наконец-то. Меня вот смущает эта картинка. Типа они нам намекают, что нужен кран. Я прям переживаю за это, потому что мне придется еще и кран сюда гнать.
что, мне нужно заправиться и ехать за этим грузовым контейнером. Так, их много, но они все равно востребованы. Ну да, я видел этих техноблогеров. Ну, вернее, видел видосы. То есть, как бы... Когда им железка выходит, они ее освещают. В принципе, просмотры набираются. То есть, люди смотрят. Да, бюджетное железо. Доступные сборки. В принципе, актуально. Но видишь, для этого тоже нужно какой-то старт, те же финансы, деньги, чтобы закупиться хотя бы чем-то для первых видосов. Так, я без полного привода еду, отлично. Какой-то начальный сетап собрать, но опять же, видишь, деньги. Ну ты можешь, кстати, попробовать снять, раз у тебя новое железо появилось. Можешь снять по своему железу. Актуальная сборка 2020. Осень. Например. Так. Мне нужно налево. Здесь, потому что если я поеду прямо... Фу. Не рекомендую никому. Никому не рекомендую здесь ехать. Поэтому в объезд. Ну какой сейчас будет актуальное железо? Средняя бюджетная сборка. Какой-нибудь Ryzen 3600 из процессоров. Карточка. Я не знаю, тут уже либо 2060, либо 5700. Ну и стандартно памяти 16 гигов. Стандартный бюджетный набор. Ну хотя я бы не сказал, что это прям бюджетный, тем более, когда доллар уже 75. Это страшно. Сейчас у нас такая турбулентность на этом в экономике, что просто непонятно, чего ожидать. Румикс, Майнкрафтер, привет. 5700 не актуально? Да? Я почему-то думал, что ее берут. Не, подорожало. Блять, не то нажал. Так, стоп, почему здесь застряли? Румикс Майнкрафтера, от тебя все отписываются. Блин, дружище. Кстати, от меня тоже отписалось человек 12 или 15 уже. Но я это связываю с тем, что это все-таки была накрутка какая-то. Те же самые аккаунты, которые люди создавали, потом либо Google их заблокировал, либо YouTube заблокировал. Вот и все. Когда она стоила 20к туда, а сейчас... она уже 30-ку стоит, офигеть. Ну да, это и все-таки связано из-за доллара.
Задолбали, ты видел? Потопный ролик снял про Билли Джима. Потопный ролик? Нет, я не видел. Что за потопный ролик? Ай. Короче, насчет видеокарт надо смотреть, ну ждать. Когда выйдет 3070, может цены маленько подвинутся вниз. А, топовый ролик. Прости, я тоже это не понял. Не, если я не смотрел, посмотрю. Так, мы доехали до аэродрома и потратили полбака. Так. Заправиться. Спасибо разработчикам, что поставили цистерну хоть сюда. Включи какую-нибудь музыку, скучно. Так, блин. Если я включу музыку, меня не будет слышно, наверное. Давай немножко прибавлю. Если будет громко, скажете. Не, и так она играет фоном. А, я коммент написал, значит посмотрел. Я просто не обращаю внимания на название. Как они называются, ролики. Потому что слишком много роликов, сам понимаешь. YouTube режет хз, почему подписки. Я по своим подписчикам посмотрел, когда открываешь классическую творческую студию, много народу. Кто по заимке есть у меня, я на них не подписан стал. Хотя сам не отписывался. Не знаю. Да, у меня тоже такая проблемка, кстати, возникла. Надо почитать, может, есть какие-то новости по этому факту. Чуть слышно, да? Давай еще немного прибавлю. Блин, больше не могу. Ну, вернее, если прибавлю на 10, это будет слишком громко. На 6 оставлю. Потом, может, композиция сменится, будет погромче. Может, она сама по себе такая тихая. Тут же еще игровая музыка тоже прикольная. Душевная такая. Не пускают новичков. Кстати, возможно. Конкуренция. YouTube вообще какой-то агрессивный стал. Цензура. Правила. Там правила на детей. Ну, короче, прямо жесть. Какая-то. Так, куда я еду? Я опять еду непонятно куда. Так, музыка какая-то странная, кстати, играет, реально. Я хочу сделать на 8%. Но 8 не делается, только 6. Не, давайте 6 оставим, ребят. Реально. По-моему, 10 это уже громковато будет. Так, мне нужно что? На склад. Сюда, сюда, здесь, здесь. Мне, кстати, мышку так и не сделали. Я сижу со старой мышкой, у которой не работает ПКМ.
Ну, вернее, он работает, но он сломанный. Короче, не нажимается нормально. GoldenNet, привет. Привет, дружище. Блин, мне опять придется быть первооткрывателем. Здесь как будто бы завал. Я понял. Я понял. А если большую дорогу выбрать? Ладно, давайте здесь попробуем. Доедем. Надеюсь, нам топлика хватит. Сюда. 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 Нет. Здесь. Херово так нажимается, блин, зараза. Да, блин, нажимайся. Да, конкуренция. Ты видел уже у 8-летней девки, ну, девочки, наверное, 50 лямов сабов? Нет, я не слежу за 8-летними девочками, ну, возможно, я читал где-то в новостях о такой девочке. Она русскоязычная, если русскоязычная, то я даже не представляю, где она столько нашла людей. Если никого не подталкивает, то будет 5-10 просмотров после заливки видео. Согласен, согласен. У меня, может, от силы наберется также. Может, 30 просмотров, 40. Люди смотрят популярных, ну, уже, так сказать, сложившихся стримеров. Вот это тут, короче, багованное место, кстати. Супер багованное. Ай. Я поворачивал. И у них просмотры добираются за счет того, что просто тупо у них большая масса людей на канале. Из-за этого. У меня, кстати, тоже один ролик выстрелил. Почти 600 просмотров. Не знаю, как это случилось. Что это... Как это его так забустило. 600 просмотров. Причем он выстрелил через месяц после того, как я его залил. Вот в чем дело. Было около 120. Я тоже не слежу, просто друзья сказали. Она снимала такую дичь. Ну, нам не понять, как это становится популярным. Дети смотрят, если она ребенок, так детей-то много же. Родители дают планшеты или детям и оставляют их. Не занимаются ими, они смотрят все подряд. У них девочки, мальчики 8-летние крутятся. Бессмысленные и беспощадные ролики выпускают, не имеющие никакой ценности. Блин, я надеюсь, правильно я... А, нет, неправильно. Так, у тебя... Я на старом канале 600 просмотров ролик. 600 просмотров ролик набрал за год. Но там было 20 подписчиков.
Но видишь, все равно что-то набирается. Хоть и за год, но все равно люди находят ролик и смотрят. Да, да, дети от 7 до 14, да даже меньше. У меня все племянники с планшетами бегают и смотрят всякие эти ролики про машинки, как взрослые люди играют с машинками или дети играют с машинками. Ну, короче, такой как бы незамысловатый контент. Так. Не, ну я бы просто сам бы не смог, честно, этим заниматься. Я не понимаю, как этим занимаются взрослые люди. Хотя, если бы у меня были бы дети, кто его знает. Так, я понял. Возможно, я зря решил ехать. Так, давайте нежно, да? Нежно, на пониженной. Чёртовы камни. Даже грязюка такая остается вокруг камней на снегу. Офигенно. Офигенно. Так и да, я же говорю. Но если дядьке нравится этому, ну блин, я не знаю. Я бы не вывез, наверное. Так, окей. Здесь завалено, я понял. Здесь не проехать. Но здесь интересности какие-то. Мне кажется, здесь что-то есть, явно. Но здесь отсюда дорога идет еще. Короче, я вам скажу, признаюсь честно, и мандра жесткая карта, прямо жесткая. Я основную миссию все еще не могу выполнить. Это уже, наверное, 3-й стрим. И основная миссия, ну, первая основная миссия, она все еще у меня не сделана. Не, если бы я катал бы не на стримах, ну, просто запарился, я бы, наверное, катал бы ее сутками, эту игру, и уже прошел бы. Но так как я прохожу ее только на стримах, поэтому по 2 часа. Так, я понял. Я мог просто ехать по дороге. Угу, спасибо. Балбес. Так, ну что, ребята, не сильно музыка там играет? Надеюсь, не сильно. Короче, ворон прям меня радует. Обожаю. Обожаю. Да, здесь без проблем я его проехал. О, такса. Ладно, Дилька, надеюсь, понравится. Или поправится. Понравится. Он ему лет 40, но он снимает Майнкрафт. Карты няшные. Музон норм, да? Найс. У меня музон, короче, весь нормальный, но без авторских прав, поэтому все супер. Так, кстати, какая-то деревенька впереди. Захолустье.
Я как-то пробовал, кстати, Майнкрафт. Блин, честно, не зацепило. Признаюсь честно, простите. Но как-то не зацепило. О, склад, приехали, ребят. Ой-ой-ой-ой. Офигенский лед. Хрустит, проваливается. Авторские права растолковать. Но музыка с авторскими правами. То есть, за которые тебе прилетит бан. Ну, не бан, там страйк, предупреждение. В некоторых странах ролик не будет доступен. То есть, за твой ролик, например, если у тебя будет он монетизирован, будут отчисления не тебе, например, а автору музыки. Ну, если у тебя музыка будет вставлена в твое видео. А без авторских прав, музон, то есть без проблем выкладываешь, снимаешь. Никаких претензий от Ютуба и других авторов нет. Так, мы на каком-то складе. Сломанная электростанция. Так, ясно, это потом. Когда-нибудь. Я с основными задачами-то справиться не могу. Так, кстати, мне бензин бы не помешал. Так, может это есть бензин? Никто не видит. Вижу прицеп. Большой. Так, что еще есть? Топливо. Запасные части. А если кузов музыки не полный? Ну там типа есть какое-то правило. Есть небольшой отрезок, там секунды 2-3, не страшно. Типа допускается цитирование, то есть отрезок видео или отрезок песни, той же самый. Можно использовать миксы какие-нибудь. Катана Мастер, привет. Привет всем, привет, привет, Катана. Где бензин? Может где-то цистерна завалялась? Бесхозная. Когда ехать до прицепа, очки дадут все-таки немножко. Немножечко. Я прям предчувствую уже миссию на тюбячах. Потому что прицеп именно такой. Массивный. Магазин прицепов. Кстати, ребят. Что я тут придумал? Стоп. Бум! Ебой! А? Как вот такое? Просто выкупил себе цистерну за 6 кэсов и все. Правда, тяжко ехать с ней. Надо где-нибудь ее оставить в деревне. Пусть будет. Или ее куда-нибудь, например, переместить. Куда-нибудь, может, сюда поставить. Здесь заправляться, если что. Да, давайте переместим ее сюда. В описании у меня написано автор Моргенштерн. Композиция Кадиллак. Это все бан моему каналу? Да нет, вроде не бан.
Должно быть в описании написано. Ну, в творческой студии заходишь, там, смотришь, если есть какое-то предупреждение, желтый значок, там, еще какой-нибудь значок. Читаешь, открываешь, смотришь, что там тебе грозит за это. Если просят удалить трек, просто удаляешь трек. Так, дядя, мы вылезем или нет? Бывают игры, где треки лицензированные. Где это так... Как это сказать? Подло с их стороны. Ну, со стороны игродела. Они и так продают игру. Плюс стример, он ее как популяризирует, а в итоге ему прилетает за это предупреждение и бан. Нехорошо, нехорошо. Так, у меня лагает, что ли? Нет. Смотрю, просто видео подгружается. Так, можно модера? Я скину ссылку на свой ролик, пожалуйста. О, дружище, я это модерки просто так не раздаю. Так, я понял. Не хочешь ехать просто так, да? На энтузиазме. Мы стоим, да? Да, мы стоим определенно. Ну, если ты спонсор, например, канала, или просто смотришь регулярно стримы, то есть, как бы, регулярный, так сказать. Да как? У меня были в начале, когда я начал, люди, которые просились, сильно просились, я отдал им модер. Может, месяц-два они посидели на стримах, а потом куда-то провалились. Нехорошо. Я понял, мы отсюда не выйдем. Не, лучше просто так не раздавать ничего. Все равно человек должен заинтересован быть. То есть, если он смотрит, то пожалуйста. Регулярно. Можешь за донат скинуть, например, у меня минимально от 10 рублей. У меня 10 рублей донат, то есть можешь скинуть донат и со ссылкой на свой канал. Ну или как-нибудь, так сказать, прорекламировать. Например, так. Прикрепить. Ой-ой-ой-ой-ой. А что это я? Так, я похож, что не заеду. Один я сижу на стримах и поддерживаю. Да, тебе огромное спасибо, кстати, за твою поддержку, веру и любовь. Ну, хотя с любовью я, наверное, погорячился, конечно. Ну, быть может, все-таки немножко. Кстати, блин, я
Колян, все еще не могу играть в танк. Ну, я уже как сказал, выше, ну, вернее, ранее из-за проблем с мышкой. Там новый боевой пропуск. Блин. Хотя, если ты скажешь, что там ничего не изменилось, то я не расстроюсь, что все еще не захожу в танки. Я не понимаю людей, которые постоянно донят в майн. Майн это что? А, типа Майнкрафт, наверное. Да-да-да, у меня опять второй раз уже колесико отвалилось. Смотрю я ВКонтактик, листаю, значит, ссылочки. Смотрю мемчики всякие. И бах! Потеря связи. Такая же проблема, просто колесико крутится и никакого эффекта. Мне кажется, там вся серия такая убитая. Антирекламу сейчас сделают. И, короче, мышки, как они называются, Z, фирма Z, называются они Fury. Z Fury. Короче, если хотите купить ее, то подумайте 100 раз. У меня уже с начала года это уже вторая мышка, которая отвалилась. Ну, с такой же проблемой, с колесиком. Z Fury. Я, короче, заказал другую. Ну, немножко доплатил. Там 100 рублей. Заказал другую, потом расскажу про нее. Ну, если честно, в целом мышка хорошая, Z Fury. То есть там и сенса хорошая, и в принципе она в руке хорошо лежит идеально. Нареканий нет к ней в этом плане. То есть в этом плане она идеальная была. Но единственное, она ломается. У нее проблема с колесиком. В танках Battle Pass поменяли только получение оборудования трофейного. Теперь ты можешь выбрать то, что нужно тебе, а не то, что тебе навязывают. Ну, кстати, круто, что можно оборудку выбирать. А то как бы, ну, многие просто не хотели проходить Battle Pass, потому что нафига ему, например, какой-нибудь стабилизатор, если ему нужен десылать или вень. Да, круто. Так. И запустили бой 7 на 7. О, бои на 7 на 7, круто. Это надо катануть. А там как, можно взводом? Или там собирается команда рандомная? Блин, не упасть бы, ребят. Ронин, приветствую тебя. Спасибо, что заглянул к нам на стрим. В нашу уютную компанию. Так, а если я подрублю полный привод? Ну, вернее, дифференциал. Какую-то жесть я придумал. Цистерны, блин. Через камни. Да, можно, но играть только на 10. Так, ну все, ждем мышку и залетаем 7 на 7. Короче, я боюсь, ребят. Стоп. Впереди есть зацепы. Чёртовы елки. Молодые, не выросли еще. О. В эту сторону попробуй давануть. Ё-моё. Давай. Ворон, я верю в тебя. Но играется только на 10. Не, на 10 нормально.
Если что, пиши в ВК, Дискорд. Ну, окей, окей, хоккей, как говорится. Так, ну все, проехали. Там онлайн-то есть вообще танк? Ё-моё. Адские сугробы начались. Я понял. Короче, сугробы просто жесткие завезли сюда, в эту версию. Они стали просто непроходимы. А, благотрос. Ну хз, сразу режим бычка врубать. Винте в лицо. Он-то мне это не сказал. Отъебись, агрошкольники. Блин. Можешь как-то перевести то, что ты написал? Я просто немножечко не понимаю. Так, тебя перевели в другую школу. Ну, раз хорошие оценки, хорошо же. Знаешь, не зря перевелся. В танках есть клане, как обычно. Ясно. Чё, Колян, будем искать новый клан, что ли? Поживее. Так, окей. Здесь брошу пока что эту цистерну многострадальную. Заправимся, давайте. Так. И... Да, блин, надо бросить ее было. Он с Казу наехал на меня. Не разобрался. Я не понял, какой-то конфликт в чате, что ли? Нет, вроде. Или ты про YouTube, то что? Вопрос у тебя претензий к YouTube самому. Так, ладно, пока завтра адские ворота ждать буду. Пока споки. Пока споки. Удачного ожидания с адскими воротами. Намного легче стало ехать без цистерны. О, смог, смотри. Хейтер пришел. Хейтера давно не было. Или я не замечал. Так, любитель музыки пошел спать, я, наверное, немного убавлю опять. На 4. Не могу убавить. Либо 6, либо 2. Зараза. Чертов контакт. Так, Граф Геймс, приветствую, спасибо. Спасибо тебе. Так, ну не знаю, в принципе есть один клан более-менее живой. Мой коллега с прошлой работы держит, но у меня трудности с кланами, так как я не люблю требования. Да я полностью с тобой согласен. Требования... Да, не, многие не любят требования. Но где большой онлайн, там, к сожалению,
Ну, за счет этого и держится онлайн, где требований. А где требований нету, онлайн, соответственно, не держится. Поэтому нужен какой-то компромисс. Да, хейтер, да, хейтер вернулся. Так, я, наверное, на пониженное поеду. Это дощечка такая лебезная прям. Ну что такое? Я понял. Скользкие камни. Ай! Я-я-я-я. Как узенько у вас тут. Так, что, куда теперь едем-то мы? Идиот! Почему я такой идиот? Вот, обвал в горах был. Ю. Мне надо просто доехать назад. Почему я никогда не смотрю карту? Сюда я просто не доеду, наверное. Короче, я понял. Хорошо, что сейчас его посмотрел. Возвращаемся обратно. Когда начинаешь общаться с чатом активно, и как-то связь с игрой теряется. Ладно, будем, так сказать, как будто бы это было запланировано. Как будто бы я сделал заготовочку, ну, цистерны привез. Пусть будет так. Продолжать путь? Ты хочешь, чтобы я вспотел? Хочешь увидеть мои слезы? Мой дрожащий голос услышать? Ну окей. Погнали. Не вздумай переворачиваться. Так, срочно надо зацеп искать. Срочно зацеп. Блять, как так-то, а? Я просто уперся в камень. Жесть. Так. Я не хочу переворачиваться. Я не хочу, потому что если я перевернусь... Блин. Ну вы сами понимаете, что это означает. Жду не дождусь, когда обзаведусь жильем. Буду пробовать стримить, а то сейчас не совсем удобно, так как частенько голосы мешают родным спать. Ну и я понимаю. Да, жилье это прямо жизненно необходимо. Так, я, короче, попробую назад сдать. Блин, мерзкий камень. Так, реверс. Или влево, да?
Не, он уперся. Просто намертво. Хотя странно. Здесь 3 колеса, у них есть сцепление? Ладно, я понял. Так, кажется, тут был зацеп с деревом. Блин. Пробуем вперед. О, камень отваливается потихоньку. Все нормально, все. Без паники, все, едем. Не-не-не-не, все, нормально. Живем. Зацеп был впереди. Так, ну ладно. Ладно, Смоук. Как скажешь. Едем. Просто здесь я уже был и представляю, как вот душно будет. Уф. Самое главное, не то, что дорога. Самое главное, чтобы хватило мне топляка. Не, как-то странно его подкидывает так на этих камнях. Видимо, из-за груза центр тяжести сместился, что ли, наверх куда-то. Придется надо, ну, вернее, надо быть аккуратным. Да твою ж мать, а. Просто на ровном месте застревает. Чертовы камни. Они же супер маленькие были, камон. Как они такие здоровые становятся, я не понял. Зрителю это и надо, когда стримеру сложно. Не, ну вот это жесть. Камня просто не было видно. Так, я понял. Так. Вперед. Назад. Да. Пожалуйста, зацеп. Какая еще песня плаксивая специально заиграла. Такая, самое интересное, они реально под землей находятся. 50% ихнего тела находится под землей. Только я наезжаю, сразу весь камень вываливается наружу. Не, ну это все. Приехал. Вообще никак. Ни туда, ни сюда. Ладно. У меня есть, короче, этот запасной вариант. Благо у меня тут припаркован Яр 87. Может, как-то он меня сможет выдернуть. Хорошо, что я везде раскидал эти тачки по карте. Не, ну скауты же без проблем проезжают. Видимо, они не такую нагрузку создают на почву, да? Чтобы доставать эти камни на поверхность. Чёртовы разработчики, а. Как же они сделали все, ну, правдоподобно. Реалистично. Чёртовы камни. Второстепенная миссия, которую я делаю уже 1,5 часа.
Ты что? А, я чуть не заплакал. Блин, я чуть не заплакал, реально, я думал, сейчас перевернется. Я разогнался. Да, да, скаута легче, да. Не, ну плюс у Яра подвеска просто офигенно она отрабатывает. У нее хороший ход подвески. Так, я, короче, хочу выпить чай. Нет. Чуть реально не заплакал. Не, когда знаешь, что тут нету подноги, нету гаража, нельзя тпхнуться никуда, и понимаешь, что тебе придется ехать через снег, это просто жесть. Это реально вызывает какие-то эмоции. Ну, понимаешь, что это нифига не легко. Это реально долго по времени, плюсом. Так, ну что, делайте ставки, сможешь, не сможешь дернуть его. На где-нибудь на камнях, да, наверное, тащить. Развернуться можно. Ты бы еще видел мое лицо, блин, когда я чуть не перевернулся. Так, давай, за вот этот край. Ну. Давай, дергай. Давай. Ну. Ну уже. Крути колесами. О. Вроде едет. Давай. Съехал. Все. Сдернул. Хорошо. Все хорошо. Или нет? Или еще... Ты издеваешься? Ты же съехал. Давай, греби. Блин, этот камень просто меня доведет. Так, я попробую зацепиться за этот скаут. Может, мне даст какую-то полезную нагрузку. О, давай. Тяни меня, тяни, дорогой, тяни. Не останавливайся. Жестче давай. Нравится. Твою! Мать. Какого хрена происходит? Машина ведет себя просто непредсказуемо. Так, ну-ка еще раз меня вытянешь. Что такое-то прямо адок. Мы сидим, да? На брюхе. Да. Так, я понял. Теперь назад надо тогда попробовать. О. Так.
Не, это какой-то геморрой. Хочу заметить я. Давай еще раз. Да что такое-то, а? Тут какой-то очень мягкий грунт. Тут же, блин, вроде заморозк, вечная мерзлота, ну типа того. Я зарылся. Просто зарылся полностью. Не, отсюда уже не выехать. Не, справа лед. Причем такой глубокий. Слева грязь. Ну это, ну не может такого быть. Все должно быть во льдах. Так, сейчас я попробую, но ее дернуть с разгона. Ах, нет, тут видишь, лебедка, она регулируется сама, то есть длина, она постоянно держится. Нет такой возможности, чтобы дернуть. Так бы, если бы дернуть, было бы круто. Я тебя прошу, едь. Короче, он типа едет. Заметь. Так, я понял. Я сам начал взрываться. Короче, было бы тут дерево хотя бы. А, F не нажимать? Блин, лебедка короткая. Зарывается собака. Ладно. Так я и так это зацепился без лебедки. Сейчас попробую упереться в камень жопой. Как вариант. Правда, наверное, не хватит. Нет, не хватает. Ладно, сейчас другой камень.
Так. Ты... так, ты так сдай назад, чтобы он упал на... чтобы она упала на землю и с разгона. Не, она, видишь, она не провисает. Так. Она как-то регулируется и остается, так сказать, натяжение постоянно. Нет, нас дергает. Масса маленькая. Хотя вроде дергает, смотрите. Нет, мне показалось. Офигенный стрим просто получается. Так, а если вот в этот камень, блин. Нет, я перелетаю уже через него. Не-не-не, я не нажимал F, я тебе говорю, она натягивается сама. О! Вроде он хочет. Ну уже. Так, сейчас, секунду. А если ее за бок зацепить как-нибудь? Вот так вот. Нет, неправильно. За другой бок. Не хватает. Да, блин, тебе-то весело. А я потею, между прочим. Давай! Мне кажется, я сейчас переверну его. Я вижу там кусок камня огромного. Он уже на боку лежит. Так, короче, что еще есть, какой вариант? Пробовать с другой стороны дернуть. Ну, она немножко провисла. Немножко. Сейчас, подожди, попробуем. Я не нажимаю F, не нажимаю F, погоди. Разгоняюсь. Сейчас смотри-ка, реально. Не нажимаю F. Ты смотри-ка, блин. Да, я нажимал F, видимо. Постоянно, балбес. Но мне не хватает сцепления с дорогой. Кстати, ну почти. Нет, надо, короче, что-то потяжелее, наверное.
Так, а если отсюда? Ой-ой-ой-ой, чуть мост не оторвало. Не, как будто он вылазит, по ощущению. Так у меня бензин кончается, вот в чем проблема. Ладно, еще раз. Вылазит! Да нет, реально? Жесть, он вылазит. Ху-ху-ху! Аллилуйя! Он вылез. Это нереально. Это просто нереально. Какой же пот, а, ребят, какой пот. Так, и опять меня смог выручил. Смог вообще голова. Так, подвинься. Подвинься, прости. Я просто, да, нажимал постоянно F и... Блин, лебедка все время, так сказать, была в натяжении. И почему-то мне казалось, что она все время в натяжении находится, а это я нажимал F. Так, вот тут неприятный участок, опять эти мерзкие камни, блин. Что, пиха? Я уже боюсь их. Колян фигни не посоветует, согласен. Не вздумай переворачиваться, я тебя просто зарежу. Короче, высокая подвеска это круто. Это круто, но, блин, на камнях такая непредсказуемая машина становится. Блин, 128 литров осталось. 128 литров. Вроде бы недалеко, но, блин. Непредсказуемо. Все непредсказуемо. Так, давайте начертим план действий. План действий какой? Доехать. Вот здесь очень неприятная дорога. Прямо дико неприятно. Может доехать до сюда, здесь подняться. Не хочу этот отрезок ехать. До сюда. Здесь заехать сюда. Подняться здесь. Здесь. Ой, как же далеко ехать-то еще. Кажется, вроде бы супер недалеко, но на самом деле... Но на самом деле это просто жесть. На самом деле это очень далеко. По меркам игры. Так, мне надо срочно опять выпить чай. Так сказать, за успешно выполненную операцию по спасению этого грузовика. Можно пока поразглядывать местность. Заглушу. А то, знаете ли, бенз тратится. Приходится экономить. Короче, реально, с Мичиганом вообще не сравнить. Там карта просто детский яйки. У меня сейчас опять будет перехватывать дыхание на этих камнях.
Пока неплохо. Так, где тут поворот? О, кстати, тут дорога есть. Я не знаю, вам видно, нет, но там есть типа проезды. Да, я вижу прямо здесь. Здесь. Проезды есть, кстати. Только не на моей технике. Наверное, на скауте можно там проехать. Хорошо. Хорошо. Покажи себя достойно. Так, я понял. Сильно не зарываемся. Легкими движениями просто подергиваем его, срываем с места. Блин, что такое? Так, я понял. Боковой зацеп делаем. Так, стоп. Да, все правильно. Я почему-то уже этим маркерам не доверяю. Так, 70 литров. Блин, 70 литров. Мне что, придется машину бросить опять? Мне обратно-то ее не увезти. Черт. Хотя мне 16 ног в ту сторону ехать. Если я починю мост. Ну, вернее, не мост, а сделаю, так сказать, обвал. Доставить к обвалу. Так, это что, дорога такая? Что мне прямо очень не нравится. Кстати, Колян, уже ценники появились на 3080. Не знаю, видел, не видел. Но ценники прям такие у нас. Забористые. 70 косарей. $70 косарей, это жестко. Rocket Play, приветствую. Привет, дружище. Спасибо, что заглянул. Так сказать, навестил. Поставил лайкосик. О, так мы приехали, ребят. Так, теперь нужно проехать через этот каток. Через эту горку ледяную. На скауте идеально пролетел, а вот насчет грузовика я даже не... Хотя мы на цепях. Сейчас подрубим полный привод, дифференциал. Плюс надо еще зацеп сделать за березку. И аккуратненько ехать.
Так, Березка, ты что, нас держишь? Да, нас держала. Блин, мне так сыкотно ехать, почему? Черт, опять камни, здесь тоже. Боже мой, как страшно. Так. Чертовы камни. Будьте вы прокляты. Но я справился. Я справился. Так, в смысле? Дальше надо проехать. Аллилуйя! Я выполнил задачу. Целую одну. Обвал в горах. Теперь ребята могут спокойно работать. Спасибо тебе, мил человек. Наконец-то. Спасибо. Немножко денег заработали. Так, и освободили проезд, кстати. Кстати, освободили проезд. А мне надо как раз к... Нет, стоп. Секунду. Блин, а я же хотел это найти, кажется, гараж. Как мне его найти-то, алё? Как найти гараж? Уплывшая бытовка. Сломанная электростанция. Я читал, что нужно какой-то... Ты надеялся, вот ты негодяй, а. Читал, что надо пройти какую-то миссию второстепенно, чтобы открыть гараж. Сувенир на память. В заброшенной деревне на острове полно самоваров можно найти, а они сейчас по хорошей цене, но явно нет. Значит, дело есть. Тут типок есть один, и пригнулись ему колеса какие-то. Пес его знает, зачем его тачка сдалась, но я в чужие... это про тачку. Вот бес меня попутал, бытовку оставил на льду, да не углядел, как речушка подтаяла. А вместе с ней бытовка в открытое плавание ушла. Ясно, это бытовка. Мы здесь лагерь на неделю разбили. Припасов. Так, это припасы. Так, у нас тут кто? Провода порвет. Блин, как сложно читать это. Что за перевод? Так, то трансформаторы подмоет, то столбы повырывает. Боже мой, кто составлял эти текста? Ладно, это тоже, наверное, не это. Airgame, приветствую тебя. Спасибо за твой визит. Посмотри в контрактах на миссию на гараж. Так вот я смотрю, но не вижу. Так, а если по местам былой славы? Нет, это не это. Давненько мы туда далеко не забирались. Так, если верить картам, здесь во время войны развернули группу укреплений. Явно не это. Цена победы. В этих местах во время войны наступали наши. Так, это тоже не это. Если верить записям одной из прошлой экспедиции... Так, это я выполнял. Ну, вернее, на процентов 70 сделал. Короче, наверное, надо как-то открыть вышку. Возможно. Либо добраться до второго мегалита. Так, сломанная... Может, сломанная электростанция все-таки, а? У нас тут провода провет. То трансформаторы подмоет, то столбы прорывает. Повырывает. Бесовщина какая-то. Да и толку-то на подстанции от лишних людей. Если латать нечем, скажи, а не подсобишь тут... не подсобишь туда деталек, вон, закинуть. Какие фразы тяжелые, ну кто это придумал? Зачем? Мне кажется, вот это надо с доставкой заморочиться. Надо именно по доставке проехаться, как мне кажется.
Ладно, попробуем что это по доставке проехаться. По этому. Только надо как-то мне грузовик развернуть. Дэн, у тебя что за микрофон? У меня BM800. Страдаю с ним. Тут, кстати, проезд есть. Как будто бы даже сквозной. Потому что я читал про задание обвал. Типа, сделайте обвал, и там дальше якобы должно следующее задание появиться. Возможно, следующее задание это как раз таки по поводу трансформатора. Я с тобой полностью согласен, бля, надо заправиться. Но я думаю, доеду по максимуму сейчас куда-нибудь. Куда-нибудь доеду. Докуда хватит сил. А потом надо искать заправщика. Да, Фифайн. Я тоже вот его хотел взять. Ну, хотелось бы его взять. Типа он на одном уровне с Блюетти стоит, а ценник у него что-то быстрее 6. Но это не скоро, конечно же. Все, сдох. Все. Начался Паркинсон у меня. Ну, вернее, моя машина. Так, я правильно сюда еду? Да. А ты свой ВБС со встроенным плагин настраивала? Или он у тебя через звуковую карту настраивается? У меня он вставлен в материнку. Просто в материнку. Да, остальное все я настраивал в ВБС. Ну, там все эти шумоподавления. Там усиление, плагины. Пришлось запариться с микрофоном. Блин, короче, он сдох прямо на дороге. Зараза. Почему фиаско? Нет, ну это не фиаско. Сейчас. Я его заправлю. Заправлю. Но мне нужен... Мне нужен кто? О! Шишишка. Шишишка моя. Так, это шишишка? Да, шишишка. Мой спаситель. Виктор Плей, привет. И спасибо за твой пламенный лайк. Так бы я вот на это поехал, тачанки, но, блин. Надо сначала найти подвеску. Без подвески она просто унылое говнище. Источник. Так, туз. Пересесть. Так, у меня он такой чувствительный, что слышит даже дыхание. Ну, там, по-моему, это на нем на микрофоне можно уменьшить эту чувствительность. Ну да, я на него смотрел. Ну, вернее, обзор по нему смотрел. Прикольный микрофончик, кстати. Фифайн. Nvidia Voice RTX хренью оказалась.
Но мне, к сожалению, недоступно. Так, там еще какая-то тачка стоит. А, это задание. Типа она шумы подавляет, да? Посторонние. Единственное, что мне понравилось в этом софте, ну, который анонсировали, это типа бродкаст. Типа можно замыливать фон, ну, задник твой. Вот я бы эту фичу бы попользовал. Вроде она на 10-х сериях тоже доступна. Так, можно, но он просто тише будет, там надо фильтры правильные. Что-то обзорщики по поводу фильтров ничего не говорили, говорят, просто вставляешь и работает. Может, умолчали опять всегда. Но там нужна еще плюсом детальная настроечка его. Так, да, там можно даже на 1050 подавлять, но нужно залазить в конфигуратор. Не, наверное, это все-таки кто не пользуется OBS. Возможно. Им будет полезно фичить. А в OBS-ке все это есть, по идее. Все эти плагины, все эти шумоподавления. Даже блюете, кажется, надо настраивать, запариваться. Хотя он и стоит средний, что 12, да? Блин, шишига как-то такая. Медленная собака. Из-за подвески, может? Так, он сразу все слышит, щелчки клавиатуры. Так, а у меня под утро игры начал слышать мое тяжелое дыхание. А просто в OBS-ке полазить, там, поубавлять. Мне приходится... Вот я сейчас говорю, мне приходится просто говорить в микрофон. И на расстоянии сантиметров 5, наверное, от микрофона находится мой... Ну, мои губки, так сказать. Меня немножко это напрягает. Если была бы еще плюсом какая-нибудь звуковуха, то, возможно, был бы... Ну, на расстоянии 10 сантиметров улавливал бы нормально. Но еще какой-то метеор, кажется, тоже. Такой красный микрофон за 12 тысяч. За 12. У меня почему-то приходит, ну, только HyperX какой-то, типа, или Z, как называется. Да-да-да, я знаю, что там
Нужна для БМ-800 звуковуха. Но пока не до нее. Хочу видяху себе взять, вторую. Видяху. Потом когда-нибудь, может быть, и микро возьму. Так, заправить. Так, что? Хайпер, да, хайпер. Ну, красненький, но... Какие скрипучие тормоза, прямо аутентичные, да? Крутые. Так, а почему я справа не езжу? А, блин, это зачем? Да, я все тоже поставил второй видео. Не, они отличные, они скрипучие такие прям. Как настоящие, прямо звучат. Посмотреть бы, как работали звуковики, что они записывали. Ну, с каких машин все это делалось. Ай-яй-яй-яй. Да что такое-то, ну? Ты же нормально тут проезжала, всегда. Ну, не всегда, конечно. Короче, ладно. Нет, я понял. Прости. Надеюсь, 63 повесил стрим. А с какими настройками? Ну, вернее, там, сколько там качество выставил. Я-то думаю себе хотя бы какую-нибудь 750 взять или 1030 и на нее повесить стрим. Мне кажется, они справятся без проблем. В 1060, 60 FPS. Так, кажется, здесь где-то не надо нырять. Да. А 1063, да, это круто. Это прямо жирно, я бы сказал. Ну, жирно для меня. Потому что у меня 1060. 1066 стоит. Блин, так, по-моему, у тебя и 2080 можно было бы без проблем на ней стримить. Хотя ты, наверное, если 2080, ты, наверное, в 2К стримишь. Давай тихонечко, тихонечко, шишига. Без резких движений.
Так, нет, задачи не выбрал, кстати. Надо хотя бы задачу выполнить, блин. Так. Забытые цивилизации. Следить. Последний пункт остался. Или подожди, в смысле? Второй. Ну это последний. Потому что 2 я точно сделал. Что-то Flight Simulator на 2К мониторе загружен. Играю 2К, на стрим вывожу 1080. Из-за Твича только 1080 60 FPS. Там типа ограничения, что ли? Нельзя в 2К выводить изображение? Или у тебя 2 потока на Twitch, на YouTube? Так, давайте также проедем здесь. Здесь. Здесь поднимемся. Как бы не обсохнуть, мне уже заканчивается топляк. Шига хороша, но, блин, у нее подвеска какая-то немножко дубовая, что ли. Настоящая советская подвеска. Там рессоры стоят, стопудово, там же. Есть только 1080-60 FPS. И 6,8 тысяч. Понятно. У Твича, видимо, ресурсы маленькие. Ну, типа, серверов мало. Не то, что у Ютуба. Я просто не представляю. Я так задумался. Блин, а где они хранят все это дело? На Ютубе столько изливается контент. 2К, 4К. Скоро будет 8К заливаться. Я не понимаю, где они берут все пространство дисковое. Или они, может, старые ролики как-то удаляют. Просто, по идее, должен скоро возникнуть коллапс из этого, ну, на Ютубе. Потому что просто тупо негде хранить место будет. Да, 2 потока, я понял. Поэтому тебе требуется. Ну да, да. Мне бы достаточно было бы какой-нибудь 750. Один поток. 1080, 60 FPS. Мне кажется, у них просто они постоянно каждый месяц, наверное, покупают новые площади под эти сервера, под свои, покупают постоянно железо новое под дата-центры. Видишь, ролики хранить только месяц. Охренеть. Вот это я не знал, кстати. Блин, тут же скользко, да? То есть получается, площадка только тупо для стримов. Месяц это компаньона обычно 15 дней.
как тогда там, интересно, базу набирать? Я что-то никогда не понял. Если у тебя не будет видео на Твиче. Или на Twitch надо как-то приходить с аудиторией из Ютуба, что ли, так получается? Как интересно ротация происходит? Как тебя будет интересно выкидывать вверх, например, чтобы тебя люди заметили? Так, ну мы уже, кстати, приехали. Да, вот я вижу уже ворон. Блин, теперь дилемма. Сейчас я заправлю ворона. Мне-то не хватит дальше, чтобы ехать. Так, что делать? Заправлять ворона или ехать до второго мегалита? Какая хрень, а? У меня получилось. Просто нереально. С тем бензом. Дать чаечек глотнуть. О, полегчало. Там есть фишка, что вроде можно прийти с Ютуба и сказать: у меня там много аудитории, я пришел к вам, и давайте компаньону или партнер. То есть можно потребовать, заявить свои права. Не, я пока еще, наверное, не готов для Твича. Так, ладно, хотя бы на Ютубе что-то сделать. Хотя бы 1000 заработать подписчиков. Короче, давайте заправлю ворона. Надо все равно его гнать вниз. Ой, да, ворон заправлю. Так, верхний багажник. Сколько мне надо бенза? Литров 40 хватит, не хватит? Так, там есть кое-какие сервисы, накрутки, просмотры, трансляции. А так очень трудно там вначале. Ну, я понял. Короче, надо с аудиторией туда со своей, ну, с ютубовской. Хотя бы как-то, чтобы что-то сделать. Ну да, если мощности позволяют, можно 2 потока организовать. Соглы. Да. Так, короче, что делать? Заправлю. В принципе, я до воды доеду на вороне. И яром заправлюсь, и уже можно будет до цистерны. Ладно. Пусть так. Попробуем добраться сейчас на Шишиги до точки. До второго мегалита. Может, получится эту задачу выполнить сегодня хотя бы. Хотя они такие задачи прям. Такие задачи наделали. Ух, разработчики. Так. Я не помню, как я тут на Шиге проезжал или на Яре. Ай-я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 й. Куда? Куда ты? Стой! Стой! А ну-ка, стой! Боже. Нет, я, наверное, все-таки на Яре проезжал здесь. Супер непредсказуемо на льду.
О, какой-то отворот. Есть мнение, что это до вышки. Может открыть вышку и закончить на сегодня. Блин, такая дорога. А, нет, нет, здесь лед. Нет, я понял. Там нас цепями только ехать. Дэн, я отойду, хорошо стрима. Да, да, спасибо, что посидел, рассказал интересные вещи про Twitch. Давай, счастливо. Счастливо. До встречи. На YouTube пространстве. Да. 2080 это хорошо. Может, кто-нибудь задарит мне 2080? Вниз, что ли, спускаться? Черт, я теряюсь. Давайте прочертим. 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 Либо подняться наверх и открыть вышечку. Вышку. Блин, ладно. Поехали до второго мегалита, попробуем добраться. Не, все равно ГАЗ-66 это столбы за свои деньги. Крутая штука. Да, да. Давай агрессивно. Агрессивно. Все-таки в советское время умели делать, да, ребят? Железо. Машин. Сейчас какой-то хлам делаем. Железо, так железо было. Все еще вон эти шишиги гоняют. Охота вообще какую-нибудь экспедицию уехать на Северный полюс. Блин, какие блики офигенные. Вы меня извините, но я опять залипаю. Даже на средних настройках графен офигенский. Так, а что у нас тут? Что за дикие камни? Так. Ну, кстати, супер близко и в то же время супер далеко. Можно сказать, рукой подать. Так, стоп, 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 стоп. Предлагаете мне все-таки здесь ехать, что ли, да, разработчики проклятые? Да нет, вы издеваетесь? Так. Я не хочу подниматься опять вверх, ехать здесь слева. Наверняка я смогу объехать, да? Здесь вроде... Черт, вы разработчики, что вы хотите от меня?
чтоб я страдал. Не, ну я тут точно утонул. Да стопудово утонул. Гадалки не ходи. Нет. Извините, ребята, но здесь не проехать. Так, а если забраться у нас на этот камень? Ты сможешь? Блин, без цепей плохо тащит. Ой-ой-ой, тише, 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 тише. Я понял. Ты не можешь. Или можешь? Оффроуд. Я же говорю, Шига просто космос. Подумаешь, немного сломали мотор. Фу, как конфетки. Да. Знатно я проехал. Так, окей, дорога. Здесь. 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 И второй мегалит. Ну что, ребятки, давайте доезжаем, короче, до этого чертового второго мегалита. Я наконец-то выполню задачу. Забытая цивилизация. К сожалению, гараж нам... Блять. К сожалению, гараж нам не удалось сегодня найти. Но думаю, на следующем стриме я уже справлюсь. Короче, говорил я, не говорил, но музыка, блин, реально как из этого, из метро. Какая же балдежная. Может, композитор тот же? Такая музыка отчаяния, безнадёги. Да, я вижу какой-то адские камни. Кстати, бензина хватило, плюс на обратную дорогу, что мне еще хватит. Я впереди какая-то деревня, может там есть бензин. Зайти, постучаться куда-нибудь во двор, попросить бензин. Давай, поворачивай. Короче, Шига тащит. Найс. Забытая цивилизация есть. Да, звучит любопытно. Я передам ребятам координаты. Посмотрим, что они скажут. Спасибо за 540 и за 9450. Ну что ж, неплохо, неплохо. Одну задачку выполнен. Осталось еще. Да что такое ты делаешь? Осталось, короче... Да. Закрой. Так, осталось, короче, у нас по местам былой славы, цена победы и звезда в небе. Также нам предстоит еще открыть гараж. О, кстати, вышка. А, блядь, я же здесь. О, цистерна есть. Ребят, живем. Все. Короче, заправляемся потом и попробуем открыть уже вышку.
Но это все будет у нас в следующей серии. Ох, какие горы. Балдеж. Балдеж. Птичка. Блин, короче, надо скрин сделать, наверное. Офигенно. Офигенно. Ладно. Что, ребятки, будем на этом заканчивать. О, уже 12:30, ну, по местному времени. Спасибо, что смотрели. 22 лайка. Круто. Это круто. Спасибо. Спасибо всем, что был на стриме. Спасибо большое. Ставьте, ребятки, не забывайте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии любые. Любые. Ну, кроме ссылок. Ссылки банятся. Так, что еще? Всем спасибо. Всем спасибо и всем пока. До вторника. Спокойной ночи. Удачи.